пироги, я бы даже сказал. Называется пироговая Николай. Это у нас соленые, это у нас сладкие. Видите, кусочки вот такие вот. Странно, это, наверное, за смену или за неделю. Но это ж не за месяц, правильно? Как нужно ставить машину, видите, прямо на тротуаре. Ну, ничего страшного. Человеку удобно, главное, что полноценный рабочий формат, рабочая локация для тренировки спортсменов. Друзья, прошел я немного, вон там у меня слева был сад за спиной, но я не мог не включить видео, не смог его не продолжить. Посмотрите, какая красота. Я просто, когда езжу тут на велосипеде, на моноколесе или на автомобиле, я просто вот такую вот красоту я не вижу. Она проносится мимо меня просто таким, знаете, молниеносным образом. Посмотрите, какая арка. Я, честно говоря, сам в шоке, потому что жилий будинок, пам'ятка архитектуры, 34-36 рік. Давайте, друзья, посмотрим. Обычный двор в центре Киева. И что у нас тут предлагают на доске объявлений? Немного. Куплю велосипед в будь-якому стані. Хочете дізнатись ціну, відправте фото. Прибиральниця. Вот, допустим, цена. Да, что нам предлагают? Біля метро Університет, ну, почти центр Киева. Ранок-вечір. 2 години. 5 дней в неделю, 2 выходных, 4000 гривен. Тут у нас с 9 до, ну, короче, тоже 2 годины, 5 дней в неделю, 1500. Странно, это, наверное, за смену или за неделю. Но это ж не за месяц, правильно? Странные цены, честно говоря. 4, а тут что? Тут 4000 за месяц при 5-дневном рабочем... ну хотя тут же 2 часа в день, это ж не 8 часов в день. То есть за месяц человек работает 8 часов всего лишь, как 1 день. Вполне может быть, что это за месяц. Куплю частину квартири, велика IT-компанія зніме житло для своїх співробітників. А это у нас все наркоманы припиняют вживать наркотики. Да. Мы с вами, друзья, против курения и против наркомании. Двигаемся дальше в сторону велотрека. Посмотрим, что у нас есть. Мусорные баки. Ну, вы, конечно, скажете, да это ж Европа. Они давно установлены в Киеве, они находятся под землей, и когда приезжает машина, она просто поднимает вот эту вот фиговину за вот этот грибок верхний и вытрушивает или меняет, я не знаю, как можно сказать, весь этот бак. То есть чем он удобен? Тем, что он не на поверхности, а под землей, и оно не воняет ничего, оно не разбрасывается. То есть человек пришел, бросил, и оно ушло под землю. В более продвинутых странах, там, Голландия, да, там, Бельгия, там, еще где-то, где за экологией действительно смотрят, следят и против загрязнения окружающей среды, там такого рода баки, они просто уходят сразу на перерабатывающий завод. Прикиньте, то есть вы выкидываете, а оно по подземным трубам сразу шух и улетает. Вот реалии Киева. Реалии Киева в апреле 2024 года, когда стекла нужно защищать мешками с песком от осколков, от прилетов, а не от каких-то мародеров. Давайте зайдем, посмотрим. Я читал в интернете про пирожковую Николай, если я правильно помню, правильное название, пирожковая Николай. Там у нас остается метро Университет, там вот сад за метро Университет. Отличная велодорожка, просто респект ставлю тем, кто додумался ее сделать. Неважно, что это велодорожка по длине, наверное, метров 300, но нужно с чего-то начинать, а потом их объединять. Главное, что машины отстранены от велодорожек, и вот видите, для удобства велосипедиста, потому что в свои времена, я помню, когда я тут едешь на велосипеде, ну, по тротуару типа нельзя, а по проезжей части, посмотрите, какая брусчатка, там сильно не разгонишься на велодорожке. Давайте зайдем, посмотрим в Николай, что у нас тут есть. Какие у нас цены на пирожки. Что у нас есть? У нас есть солодкие с вишней 85
гривен 680 грамм. С черницей то же самое цена. Короче, все пирожки у нас 85 гривен. Даже есть с лохиной за 680 грамм. А те, которые не сладкие, цены вы видите, да? 150 гривен с форелью, с курицей 95, с индычкой 95, снизу с капустой самый дешевый 75. Вот так вот у нас выглядят, видите, эти пироги, я бы даже сказал. Называется пироговая Николай. Это у нас соленые, это у нас сладкие. Видите, кусочки вот такие вот. Примерно 680 грамм, это, ну, где-то треть вот от этого вот пирога. Примерно. Там в зависимости, конечно же, от начинки. Так, переходим на противоположную сторону. Сейчас спросим, какую цену. Добрый день, а в яку ціну тюльпан у вас? 10 гривен за штучку, понял. Так, переходим на ту сторону. Вот показатель того, как нужно ставить машину. Видите, прямо на тротуаре. Ну, ничего страшного. Человеку удобно, главное, что можно сдать назад, встать. Ну, ему главное, что ему удобно. А как пешеходы будут переходить, это плевать. Вулиця Богдана Хмельницкого. Сзади меня остается оперный театр. За ним туда вот, в самый конец, туда, если идти, вон туда. За ним Киевская Перепечка. И туда дальше, ниже, метро Театральная и Крещатик. Бессарабка, Крещатик. То есть мы, можно сказать, прям, так сказать, в центре. Поликлиника, наверное, да, какая-то больничка детская, если я не ошибаюсь. И тут у нас выезжают, видите, скорая экстренная медичная помощь. Машины, я в шоке. Вот знаете, машины носятся, есть даже зебра с красной разметкой, но они так носятся, как будто они эту разметку просто физически не видят. Вот смотрите, девушка переходит, если не остановиться, тебя просто нафиг снесут. Вот смотрите, летит. Летит, есть яблоко, благо дело с той стороны люди остановились. Интересно, я лично, когда еду и вижу пешеходный переход, я всегда, ну, если не в ноль останавливаюсь, то притормаживаю настолько, чтобы успеть среагировать и оттормозиться за пару метров. Потому что, ну, ладно, взрослые, а сколько случаев есть, когда дети выбегают, да, там на велосипеде, просто за мячом куда-то он бежит, просто выбегает на проезжую часть, да, на зебру, и что? 2 тонны, да, а если это какой-то здоровенный автомобиль, 3 тонны против 50-60 килограммового, да, взрослого, про ребенка я вообще молчу, там 10 килограмм, ну это совсем никуда не годится. Поэтому, друзья, если у вас есть водительские права, то внимание, дети, осторожно, потихонечку подъезжаем к пешеходному переходу, притормаживаем, смотрим. 3 секунды вашего времени не стоят увечий человеческих, которые можно получить. Вот классная, видите, вот такая вот кафешка, наверное. И тут же у нас можно попить кофе. Вот, Монте Гримано. Даже не заметишь, сверху вывеска аптека. Вот если бы не сидели снаружи за столиками девушки, я бы даже, наверное, не подумал, что там есть кафешка. Аптека, аптека. Проблема Киева – парковки. Ну, мне бы в жизни бы не взбрело в голову поставить машину там, где на тебя реально может свалиться с столетнего дома какой-то кирпич. Может быть, он что-то знает, но это не точно. За историческими будівлями можно наткнуться, натрапити вот на такие вот высотки, такие муравейники со своим огражденным входом, со своим шлагбаумом, возможно, со своей подземной парковкой и со своей, по сути, можно так сказать, жизнью. Начали в Киеве появляться в огромном количестве вот такие вот поштоматы, причем не только Новой почты, но и
эпицентровские. Если, друзья, вы находитесь в Киеве или в других городах Украины и еще не знаете про фишку, то в новой почте ввели ячейку, если так правильно выразиться. То есть нужно вам передать ключи там, другу, подруге. Вы можете их оставить, 15 гривен стоимость, и потом ваш товарищ через приложение подходит, открывает без всяких ключей и забирает, допустим, ваши ключи от вашей квартиры. А за этим почтоматом, вот там, вот среди деревьев, видите, проглядывает наш с вами велотрек, куда мы с вами уже дошли. И тут работа идет прям полным ходом. Сеет траву, девушка сеет, мужчина перекапывает, перепахивает. И это радует. Это радует, потому что весна, потому что апрель, потому что 24-й год, потому что, несмотря на то, что 99% людей против, и я в том числе, перекладывания бордюров, перекладывания бровок, война в Украине, но то, что в меру и в рамках улучшения благоустрою, да, это ж не требует каких-то колоссальных денег на то, чтобы купить то ведро травы. Это коммунальщики. Коммунальники, они делают свою работу в любое время, как бы, и от этого никуда не денешься. Я за такой формат. Причем они это делают как-то выборочно, мне кажется, кусочками. Где-то зелень, где-то не зелень. Благо дело, вот тут бювет рядом есть, поэтому с поливом, мне кажется, проблем никаких не должно быть. Не знаю, почему они так кусками это все делают, но да ладно. Кафешка, фудспот, вот такая вот кафешечка. Зайдем, посмотрим, что там у нас с ценами. Кто-то пьет, кто-то ест. И мы с вами, друзья, подошли к велотреку. Вот, посмотрите, какая красота. Класс. Мне каждый раз, когда я тут нахожусь, когда я каждый раз сюда прихожу, приезжаю, мне просто душа радуется, что в Киеве есть такое. Не помню, сколько лет назад, может быть, лет 15 назад, этот велотрек был в таком состоянии. Вы даже не можете себе представить. Я вам ставлю фоточку, вы посмотрите. А все почему? Потому что вот этот дом, который построили просто впритык к велотреку, он, ну не знаю, по каким-то причинам именно он не позволял отреконструировать, отремонтировать этот велотрек. И этот велотрек наполовину был, до половинки был разрушен, на половинке был целый. Вот там вот, где мужичок только что калитку открыл, там как раз вход, единственный вход на этот велотрек. Спускаются велосипедисты и начинают гонять сначала по нижней части, по вот этой зелененькой. Гоняют, 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 и когда набирают скорость, они выходят уже на угол. Вот, посмотрите, какие наклоны. Видите, какой наклон? Не знаю, может быть, камера, конечно, не передает такой наклон, но когда тут скорости под 50 км в час, я просто думаю, ё-моё, как бы они не подскользнулись и не расшиблись. Просто так сюда по понятным причинам не пускают каждого, вниз именно. То есть просто на велосипеде прийти и прокатиться возможности нету. Когда-то как-то снисходительно к этому относились и пускали многих, всех или многих. Сейчас я на 99% уверен, если я подойду и спрошу, скажут нет, 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 нельзя, и придумают разные причины. Снизу вот там вот тоже есть отдельное поле, там, насколько я помню, там роллеры что-то там тренировались в прошлый раз, когда я был. Ну, суть, короче, вы поняли. Вот так вот, друзья, выглядит велотрек. Сейчас вам покажу еще одну интересную штуковину. Вот, кстати, для заезда какого-то крупногабаритной техники. Видите, такие даже ворота у нас есть. Сейчас покажу еще интересную одну штуку, о которой мало кто знает, но которая тут есть. Это вот такой вот паренек. Посмотрите, паренек на фоне велотрека. Проект «Шукай». В Киеве вот такие вот пареньки размещены в разных частях, экскурсионных зонах, экскурсионных маршрутах. Київський велотрек називається. Встановили менеджер Києва, траля-ля і скульптор. По 3 спину на фарт. Да? Прям
спина золотистая уже. Написали бы патринос, был бы нос золотистый. Вот такой вот у нас мужчинка на велосипеде. Кто был в Польше, в Кракове, знает, что там похожие есть гномики или не гномики, как их там называют, тоже можно искать, тоже можно фотографироваться в разных частях города. Друзья, что по инфе по киевскому велотреку? Основан в 1912 году. После попытки приватизации и уничтожения в 2000-х годах был восстановлен благодаря совместным усилиям велосипедной братьи и городской администрации в лице Кличка. И, по сути, полноценный рабочий формат, рабочая локация для тренировки спортсменов, которые проходят тут почти каждый день. Есть даже трибуны для вболівальників, як то кажуть. Смотрите, друга, вот такой вот формат, когда один стоит и несколько моют. Мне напоминает анекдот, сколько нужно человек, чтобы вкрутить лампочку. Видите, как все устроено. 21 век. Такой керхер и лестница для того, чтобы можно было взобраться и помыть. Потому что просто так тут под таким углом, я думаю, что стрёмновато будет взбираться сюда. На сторону вболівальників мы можем точно так же сюда зайти, забрести, забежать и посмотреть, как это выглядит глазами вболівальників. Вон кто-то, видите, в самом конце тоже сидит, відпочиває. Честно скажу, откровенно, не был ни разу на каких-то соревнованиях тут. Точно так же, как и на ипподроме на Киевском, тоже ни разу не был. Но вполне возможно, что как-нибудь, если они тут будут проводиться, а скорее всего, судя по тому, что готовят к сезону, проводиться будут, возможно, заскочу. Кстати, друзья, если у вас есть желание еще увидеть на канале видео с ипподрома, да, кто не знает, это там, где лошади и кони соревнуются не за ведро овса, а за реальные потенциальные призовые места. Обязательно тоже это озвучьте, и я обязательно тоже туда сгоняю, съезжу. Вот так вот мы дошли с вами до велотрека с ботсада, как я и обещал. Надеюсь, видео вам понравилось. Оно такого формата познавательно-экскурсионного. И сейчас, прямо в данную секунду, я отправляюсь на рынок, который тут недалеко находится, и время работы которого осталось, по сути, 1 час. Но, чтобы не затягивать этот ролик, потому что, мне кажется, сильно длинные ролики тоже лень смотреть, цены, рынок, ассортимент, люди, атмосфера я уже перенесу в следующее видео. Поэтому не пропустите, подпишитесь. До новых встреч, новых видосов. Всем пока. Ну и, конечно, пальцы, комменты, подписка. Я уже даже не напоминаю. Благодарю каждого, кто смотрит мои видосы. Благодарю каждого, кто активничает, проявляет активность. И благодарю каждого, что уделяете свое время. Всем пока.